Я думала, что знаю свою подругу. Оказалось, я просто финансировала ее ложь. Она взяла мои деньги, мое доверие, мою жизнь и убрала мое имя из каждого документа. Чисто, быстро, как будто меня никогда не было. Я никогда не думала, что можно потерять человека, который сидел у тебя на кухне сотни раз. Слышал, как кипит твой чайник, как ты вздыхаешь после тяжелого дня. Знал твоего сына, твои страхи, твой дом таким, какой он бывает только для самых близких. Это началось с маленькой идеи, с чашки горячего кофе на моей кухне, с ее быстрых жестов, с тетрадных схем и обещания. Мы все сделаем честно, по-людски. А закончилось тем, что сегодня я сидела напротив чиновничьего стола, листала документы один за другим и не смогла найти своего имени ни в одном из них. Ни в одном. Как будто все те месяцы, разговоры, суммы, планы, мои страхи и моя вера были просто чьим-то временным удобством. Но чтобы вы поняли, как все началось, мне нужно вернуться в тот вечер. Когда я поднялась на свою площадку, в подъезде уже почти стемнело. Лампочка под потолком мигала так медленно, будто собиралась заснуть, и от этого казалось, что вечер тянется дольше обычного. Пахло мокрым бетоном, чужими ужинами, чуть затхлым ковриком у двери соседей снизу. Стены отдавали холодом, а ступени скрипели под ногами, как будто жаловались на поздний час. Я сняла перчатки, сунула их в карман пальто и ненадолго задержала руку на холодной металлической ручке своей двери. Не потому, что не хотела заходить, просто нужно было чуть-чуть постоять, дать голове догнать тело. День выдался длинным. Отчеты, сверки, звонки, чей-то забытый аванс, который нашелся в самый последний момент. Обычная бухгалтерская суета в конце месяца, когда цифры сливаются в одну серую полосу. В квартире было тихо. Тишина встретила меня ровно, без упреков. Я не зажигала свет сразу, привычно сделала пару шагов по коридору, нащупала пальцами знакомые уголки, чуть шершавую стену, знакомый выступ. Потом щелкнула выключатель, и желтый круг лампы расплылся по линолеуму, потянулся к кухне и прихожей. Сумку поставила на стул, пальто повесила, аккуратно поправив воротник. Носки чуть прилипли к прохладному полу, откуда тянуло сквозняком из щели под входной дверью. Откуда-то из глубины квартиры потянуло вчерашним чаем и чем-то легким, мылким. Утром Антон спешил и, как всегда, забыл закрыть крышку стирального порошка. Я прошла на кухню, включила вытяжку, просто чтобы она тихо гудела фоном. Поставила чайник и только тогда позволила себе выдохнуть. Плечи опустились сами собой. Вечер привычно расправил вокруг меня свои границы. Стол, 2 кружки, тарелка с оставшимся кусочком хлеба, магнитик на холодильнике с облезшей картинкой моря. На стуле у окна лежала серая папка с бумагами. Я подсунула ее чуть в сторону, освобождая место, и села. Стекло окна было черным. Дворовый свет попадал лишь полосой. Поэтому вместо города за окном отражалась в основном я. Уставшее лицо, темные волосы, собранные сзади в небрежный хвост, тень от лампочки над головой. Чайник еще не закипел, а в голове уже всплыло то, о чем весь день думала между строками и цифрами. Завтра. Завтра нужно будет сесть напротив Натальи и, не отводя глаз, задать несколько простых, слишком давно отложенных вопросов. Я потянулась к телефону. Проверила, не писала ли она. Экран высветил несколько рабочих уведомлений. Один пропущенный звонок от Сергея, бывшего мужа, и короткое сообщение от Антона. «Мам, задержусь на паре, поужинай без меня». От Натальи было тихо. Я поставила телефон экраном вниз и услышала, как в соседней комнате поскрипела кровать. Наверное, просто дом дал о себе знать. Наш дом вообще любил напоминать, что живет собственной жизнью. То труба вздохнет, то лифт застонет, хотя тут всего 5 этажей и лифта нет. То кто-нибудь хлопнет дверью так, что вздрогнет весь подъезд.
Чайник негромко щелкнул. Я налила воду в свою любимую толстостенную кружку с отколотым краем, бросила пакетик чая, посмотрела, как струйки цвета расходятся в прозрачном кипятке, темнеют, становятся густыми. Этот вечер ничем не отличался бы от десятков других, если бы не тяжесть одного слова, которое все время крутилось где-то под грудью. Договор. Каждый раз, когда я вспоминала, как Наталья легко отмахивалась от этого слова, внутри что-то будто сжималось, но не до конца. Еще оставалось то странное пространство между тревогой и надеждой, где человек продолжает верить, потому что так проще дышать. Я сделала первый глоток, обожгла язык и поставила кружку обратно на стол. Рука сама потянулась к серой папке. Пальцы скользнули по обложке, на которой еще в самом начале я аккуратно вывела шариковой ручкой «Кофейня». Потом чуть позже добавила «Документы». Буквы получились неровными, как будто я писала их в маршрутке на кочках. Внутри лежали распечатки платежей, квитанции, расписки, которыми Наталья размахивала на первых порах с таким воодушевлением. Некоторые листы уже успели чуть загнуться по краям, на одном виднелось пятно от кофе. Бумага пахла типографской краской и временем. Я пролистала первые страницы, хотя знала их почти наизусть. Перевод на ее карту. Еще один на аренду помещения. Копии СМС с подтверждениями. Тогда, полгода назад, эти сообщения оказались чем-то наподобие шагов в сторону новой жизни. Сейчас они выглядели просто строками цифр. Где-то на середине папки лежал листок, сложенный пополам, с моим почерком. «Наташ, главное, давай все будем делать честно и сразу. Мне важно, чтобы все было оформлено официально, не только на тебя». Это я писала ей в мессенджере еще до первого крупного перевода. Она поставила тогда 10 восклицательных знаков. Написала что-то вроде «Ты что, считаешь меня авантюристкой?» и прислала смайлик с руками в стороны. Я тогда даже извинилась. Я отложила папку, снова взяла кружку и облокотилась локтем о стол. Завтра. Завтра нужно будет перестать извиняться за свои вопросы. В коридоре послышался звук ключа в замке. Негромкий, уверенный. Дверь скрипнула, и в квартиру ворвался привычный запах холодного воздуха и чего-то университетского, дешевой столовой, книжной пыли и молодой спешки. Антон снял кроссовки, бросил рюкзак у тумбы и заглянул на кухню. «Ты еще не легла?» Он говорил тихо, но в голосе слышалась усталость. День у него, судя по виду, тоже выдался длинным. «А ты уже пришел?» Я улыбнулась краем губ. «Как пара?» «Нормально». Он пожал плечами, подошел к раковине, помыл руки, долго тер пальцы, будто пытался смыть с них весь день. «Ты опять с этой папкой сидишь?» Я перевела взгляд на серый прямоугольник на столе. «Просто просматривала кое-что», — ответила я. Он вытер руки полотенцем, сел напротив, облокотился на стол, чуть подавшись вперед. «Мам», — сказал он, глядя прямо, без привычных кружных фраз, — «ты завтра с ней увидишься?» «Да», — я кивнула, — «договорились встретиться после работы». «Ты знаешь, что хочешь ей сказать?» Я на секунду задумалась. Слова в голове отказывались складываться в четкий план. Была только общая форма. Спросить, посмотреть в глаза, не отвести взгляд, если начнутся привычные шутки и отговорки. «Примерно», — сказала я. «Хочу попросить показать документы. Все». Антон вздохнул, отвел взгляд к окну. «Ты раньше тоже просила». «Раньше я больше верила», — тихо ответила я. Он посмотрел на меня снова долго, оценивающе, как будто проверял, не дрогнет ли что-то в лице. «Если вдруг...» — начал он и замолчал. «Что?» «Если вдруг она опять начнет крутить. Может, пора уже не только ее слушать», — сказал он. «Ты же сама говорила, что в таких делах нужны бумаги». Я усмехнулась без радости. «В таких делах, Антон, много чего нужно.
Но когда рядом человек, с которым ты 20 лет дружишь, все время кажется, что бумага — это лишнее. Он ничего не ответил. Отодвинул от себя кружку, которую я поставила ему, и встал. «Ладно, я в душ», — сказал он, чуть помедлив. «Если что, я за». «За что?» «За то, чтобы ты перестала оправдываться перед людьми, которые тобой пользуются». Он ушел, а фраза осталась висеть в кухне, как запах чайной заварки. Я поймала себя на мысли, что это не первый раз, когда он говорит подобное. Просто раньше я привычно сглаживала углы, переводила в шутку, старалась не заострять. Я допила чай, убрала папку в ящик стола, закрыла его с тем аккуратным нажатием, которое у меня получалось автоматически, еще со времен бумажных архивов на работе. Встала, выключила свет на кухне, оставив небольшой ночник у раковины, маленькое желтое пятно, обозначающее, что дом живой. В спальне было прохладно. Я переоделась, легла, натянула одеяло до подбородка и какое-то время смотрела на потолок. Мелькали отдельные эпизоды. Смех Натальи, ее звонкий голос, рука, легкомысленно отмахивающаяся от моих вопросов. «Да ладно тебе, Марин, все будет, не переживай». В этих жестах всегда было столько уверенности, что мои сомнения выглядели почти неприличными. Перед сном я еще раз подумала о том, как все начиналось. Не с денег и не с кофейни. Гораздо раньше. В другом подъезде, в другом периоде жизни, когда мы обе были моложе, и слово «вложение» ассоциировалось максимум с временем и нервами, но никак не с суммой 6 нулями. Город тогда казался чуть светлее, хотя и те же пятиэтажки, те же лужи весной, те же темные дворы осенью. Мы познакомились на родительском собрании в школе, где учились наши дети. Наши сыновья сидели за соседними партами. 2 худощавых мальчишек с разными характерами, но одинаково растрепанными тетрадями. Я вечно пыталась поймать Антона между занятиями, чтобы проверить дневник. А Наталья смеялась, говорила, что дети сами разберутся. В тот день в классе было душно, окна запотели. Учительница долго говорила о какой-то проверке, кто-то из родителей нажаловался на нагрузку. Я сидела ближе к середине, делала пометки в блокноте. Кружки, подготовка к контрольной, еще что-то по мелочи. Чувствовала, как ноет спина от неудобного стула. Рядом со мной устроилась женщина в ярком шарфе и с легким запахом дорогого парфюма. Она шумно поставила сумку на пол, вздохнула, наклонилась ко мне и прошептала: «Если они еще 10 минут будут рассказывать про новые журналы, я сбегу через окно». Я повернулась. Светлые волосы, уложенные небрежно, но явно с парикмахерской рукой, внимательные глаза, чуть приподнятые уголки губ. Она улыбнулась так, будто мы были знакомы уже много лет. «Наташа», — представилась она, протягивая руку так, словно это было деловое знакомство, а не школьное собрание. «Марина», — ответила я, пожав ее ладонь. Сыновья сидели через ряд и хихикали, переглядываясь. Антон что-то шептал соседу, тот кивал и косился на нас. После собрания мы долго стояли в коридоре школы. Дети бегали по лестнице, перекидываясь рюкзаками. Наталья быстро перешла на «ты», будто мы и правда были знакомы 3 жизни. «Слушай, Марин, давай обменяемся номерами», — сказала она. «Вдруг у наших гениев будет что-то по домашке, а я вечно все забываю». Так в моем телефоне появилась Наташа Школа. Сначала были дежурные переписки про уроки, потом разговоры про болезни, про учителей, про то, у кого какой муж и кто где работает. Я в то время уже несколько лет трудилась в строительной фирме, вела бухгалтерию и привыкла к цифрам больше, чем к людям. Наталья работала продавцом в торговом центре. По ее словам, временно, пока не появится что-то свое. Она часто повторяла это «свое», вкладывая в слово особый вкус. Мечты у нее всегда были с запасом. То студия украшений, то курсы для женщин «Как жить красиво», то выпечка по бабушкиным рецептам. В
те годы я слушала это с легкой улыбкой, как слушают ребенка, который строит во дворе песочный замок и уверяет, что это будущий дворец. Дружба росла не сразу, но уверенно. Совместные чаепития после собраний, обмен рецептами, взаимовыручка. То я забирала ее сына из школы, то она моего. Потом были сложные периоды. У меня развод, у нее больная мама. Мы как-то незаметно оказались рядом в те моменты, когда обычно люди расходятся. Когда умерла ее мать, я сидела с ней на кухне до 3 ночи. Чайник вскипал раз за разом, кружки менялись. Тема разговора ходила кругами. Наталья плакала, смеялась, снова плакала. Я просто слушала. Потом она сказала фразу, которую я запомнила. «Знаешь, если бы не ты, я бы совсем поехала крышей». У меня тогда не было ощущения, что я делаю что-то особенное. Просто была рядом. Прошли годы, дети выросли, школа осталась где-то далеко. Наши встречи стали реже, но оставались теплыми. Иногда мы могли не видеться по месяцу, потом сидеть на кухне до полуночи, обсуждая все на свете, от цен на лекарства до очередного сериала, который она смотрела запоем. Наталья все так же говорила о своем деле, но теперь уже не в общих чертах. Появились заметки в блокнотах, ссылки на статьи, фотографии интерьеров из журналов. Идея кофейни возникла не на пустом месте. Однажды, поздней осенью, очень похожей на ту, что стояла сейчас за окном, она позвонила мне вечером. «Марин, ты дома? Я зайду ненадолго, ладно? Мне кое-что тебе показать надо». Она ворвалась в квартиру с запахом улицы и кофе на вынос. Поставила стаканчик на стол, расстегнула пальто, достала из сумки большой тетрадный блокнот и развернула его прямо передо мной. «Смотри», глаза у нее горели. «Кофейня-ателье. Представь, маленькое помещение в центре, уют, нормальный кофе, не этот порошковый, и еще уголок с небольшими авторскими штучками, посуда, текстиль. Люди пьют кофе, выбирают подарки, сидят, разговаривают. Живое место». Страницы были исписаны пунктами: аренда, оборудование, поставщики, персонал. Рядом грубые прямоугольники, обозначающие план помещения. Она рисовала столики, стойку, даже полку с книгами, которые можно читать на месте. «Я уже смотрела цены», — продолжала она, листая. «Можно взять помещение 40 метров. Главное, не совсем в подвале. Я знаю, где посмотреть. Там такой хороший трафик, я проходила мимо вечером, людей много. Слушай, это будет бомба». Я смотрела на ее рисунки и чувствовала одновременно 2 ощущения. Первое – осторожное восхищение. Было видно, что она серьезно подошла к вопросу, не просто фантазировала между делом. Второе – привычную бухгалтерскую настороженность. Цифры на полях выглядели меньше, чем обычно бывает в реальной жизни. «А деньги?» – спросила я тогда. «Откуда возьмешь старт?» «Вот», – она усмехнулась, как человек, который давно ждет этого вопроса. «Часть у меня есть, часть можно взять в кредит, часть...» – она посмотрела на меня, не скрывая. «Можно привлечь». «Привлечь – это как?» «Ну...» – она сделала глоток кофе, села поудобнее. «Партнерство. Долевое участие. Ты знаешь, что я тебя ни разу не подставляла. Сколько лет дружим, всегда все по-честному. Мне важно, чтобы рядом был человек, которому я доверяю. А ты у нас человек цифр», — она улыбнулась. «Я-то за идею, за людей, за атмосферу, а ты за порядок». Я молчала, проводя пальцем по строкам. Суммы стояли аккуратные, круглые, аренда, ремонт, оборудование, внизу общий итог. Они казались пугающе реальными. «Это много, Наташ», — сказала я. «Не знаю, потянули». «Марин». Она наклонилась ко мне, положила ладонь на мою руку. «Я не прошу тебя отдавать последнее. Но ты же сама говорила, что копишь на что-то свое, а не просто на черный день.
Вот оно, что-то свое, вместе. Мы можем сделать это нормально, без авантюр. Все оформим, все зафиксируем. Слово «оформим» тогда прозвучало спокойно, уверенно, без тени уклончивости. Я отметила его где-то на заднем плане, но не стала заострять. «Сколько ты имеешь в виду?» – спросила я. Она назвала сумму. Я повторила ее про себя, примеряя к своим накоплениям, к тем цифрам, которые многие годы складывала на отдельный счет. Премии, небольшие подработки, какие-то случайные компенсации. Деньги, которые были чем-то вроде тихой страховки от будущего. Это почти все, что у меня есть, честно сказала я. «Я знаю», — ответила Наталья. «Поэтому я и пришла к тебе, а не к кому-то еще. Потому что знаю, если ты согласишься, то не будешь потом каждый день считать каждую копейку. Ты не тот человек». Она сказала это как комплимент. Я услышала в этом и благодарность, и легкое давление. Но тогда у меня еще не было привычки вычленять такие оттенки. Мы сидели над ее блокнотом до поздней ночи, обсуждали поставщиков, возможные режимы налогообложения, варианты названий. Она шутливо говорила, что вывеску нужно сделать теплой, без англицизмов. Я пыталась понять, насколько реально окупить вложения хотя бы за 3-4 года. «Ты же понимаешь, — сказала я в какой-то момент, — если я войду в это, нам нужно все прописать, не на словах, про доли, ответственность, вложения. Я привыкла бы к бумагам». Наталья закатила глаза, но не зло. «Бухгалтеры, — вздохнула она, — без бумажки ни шагу. Конечно, Марин, все оформим, с юристом, как ты любишь. Ты что, думаешь, я хочу у тебя деньги забрать и сбежать?» Она рассмеялась. Смех был громким, свободным. Я тогда рассмеялась вместе с ней, хотя где-то внутри что-то чуть дрогнуло. Чуть позже, уже ближе к полуночи, когда она ушла, я стояла у окна на кухне. Смотрела на темный двор, где под желтым фонарем блестели мокрые листья, и думала о том, как странно иногда складывается жизнь. В 20 лет мне казалось, что такие решения принимаются на бегу, легко. В 46 любое движение крупной суммы превращается в отдельную главу. Телефон на столе вспыхнул. Пришло сообщение от Натальи. «Спасибо, что выслушала. Я правда верю, что у нас все получится. Без тебя я в это не полезу». Я перечитала его несколько раз. Слова «у нас» зацепились за что-то теплое во мне. Тогда мне казалось, что это и есть главное. Позднее, уже лежа в постели, я долго слушала, как в трубе журчит вода у соседей, как где-то скрипит дверь. Город за окном дышал ровно, позднеосенне. Я думала о сыне, о его будущем, о том, что все равно когда-нибудь придется делать шаг в неизвестность. Иначе так и проведешь жизнь между зарплатой и отчетами. Через несколько дней я позвоню в банк, открою приложение, долго буду смотреть на цифры на счете. Потом вздохну и нажму несколько кнопок, отправляя деньги туда, где на бумаге значилось имя близкого человека. Но до этого момента оставалось еще чуть-чуть времени. Пара дней раздумий, разговоры с собой и один вечер, когда в подъезде будет пахнуть мокрыми перчатками и сваренным где-то на первом этаже супом. Тот вечер еще не наступил. Тогда я просто уснула под ровный шум города, не зная, что однажды буду просыпаться ночью от мысли, что доверие иногда стоит дороже любой суммы с 6 нулями. Я пришла в офис рано утром, когда за окнами еще висела та самая предзимняя серая мгла, и свет от редких машин отражался в лужах, будто в осколках ртути. В коридоре было тихо, только едва слышно гул батареи под окном и редкие щелчки лифта, который упрямо поднимался этаж за этажом. Я разложила папку с бумагами на столе, привычно провела рукой по поверхности. Холодной, ровной, как будто отделенной от всего, что происходило в последние месяцы.
Рабочий день должен был идти своим чередом, но внутри не отпускало ощущение сдвига, едва заметного, но уже необратимого. Телефон вибрировал несколько раз. Сообщения от сотрудников, пара рабочих вопросов, ничего важного. Я автоматически отвечала, но мысли возвращались к вчерашнему разговору с Натальей. Она сказала, что занята, что все решится позже, что не стоит накручивать. Тон ее был слишком ровным, будто она повторяла заранее выученные фразы. Я закрыла глаза на пару секунд, пытаясь удержать ощущение, что все еще можно исправить. Когда я вышла на улицу после работы, вечер уже просел под собственным весом. Холодный воздух, запах мокрого железа и влажных веток. Я шла к остановке и мысленно прокручивала список вопросов, которые собиралась задать Наталье. Она обещала встретиться, на этот раз в кофейне, где недавно сделали ремонт. Там всегда пахло ванилью и свежей выпечкой, и это место раньше внушало мне спокойствие. Теперь же я чувствовала в себе легкое напряжение от мысли, что встреча может снова обернуться ничем. Внутри было тепло. Один из бариста тихо поздоровался, узнав меня. Я заняла столик у окна, сняла перчатки, положила телефон на стол. Минут через 15 Наталья вошла. Она была в ярком пуховике, волосы собраны в аккуратный пучок, на лице идеальный тон. Женщина, у которой все под контролем. Так она всегда умела выглядеть. «Прости, задержалась», — сказала она, чуть слишком весело. Мы заказали кофе. Некоторое время говорили о пустяках. Ремонт, погода, какие-то новости от знакомых. Но между ее словами чувствовалась какая-то закрытость. Она почти не смотрела мне в глаза, сжимала телефон в руке, как будто ждала важного сообщения. «Наташа», — сказала я наконец, — «мне нужно увидеть документы. Любые. Устав, договор аренды, все, что связано с кофейней». Фраза зависла в воздухе. Она подняла брови, будто я произнесла что-то абсурдное. «Зачем?» — спросила она тихо, но в голосе уже проступила острота. «Просто хочу понимать, что происходит. Мы вложили деньги вместе. Я хочу знать, как все устроено». Она посмотрела на меня, затем отвела взгляд. Кофе давно остыл. «Марин, правда, ты сейчас устаешь слишком сильно. Все нормально. Все документы у юриста, он заболел. Сказал, что отправит мне на следующей неделе. Давай без этого. Давай просто подождем». Я слушала ее и пыталась уловить хоть что-то. Знакомая искренность, забота, прежний тон. Но внутри оставалось ощущение, что слова не совпадают с выражением лица, что она подбирает не те фразы, что пытается что-то загладить, скрыть. Мы попрощались сухо. На улице уже пошел мелкий липкий снег. Я шла домой медленно, пытаясь не думать о том, что между нами появилось расстояние, которое трудно будет преодолеть. Вечером я нашла себя за столом на кухне. Лампа под плафоном давала слабый круг света, и в этом круге лежали квитанции, чеки, распечатки переписок. Я не помнила, в какой момент начала собирать все это в одну папку. Просто однажды поняла, что детали начинают ускользать. Я разложила бумаги, и пальцы дрожали от холода, хотя в квартире было достаточно тепло. Некоторые суммы казались странными, какие-то покупки слишком дорогими. Я не хотела делать выводы, но факты складывались в цепочку, которую невозможно было игнорировать. Несколько сообщений Наталья удалила, и это я заметила случайно. Пустые промежутки между репликами, словно провалы. Антон заглянул в кухню. Он вернулся поздно с учебы, снял рюкзак и какое-то время молча смотрел на разложенные бумаги. «Опять она?» — спросил он спокойно. Я кивнула. «Мам, ты уверена, что все идет как надо?» Его голос был мягким, но в нем читалось беспокойство. Я не знала, что ответить. Слова упирались в горло, как будто застряли. «Я пытаюсь разобраться», — сказала я наконец. Он налил себе чай, сел напротив, положил ладонь на стол почти рядом с моей. Мы сидели так несколько минут. Иногда даже это молчание помогало мне больше любых слов.
Следующий день принес новые сомнения. Я позвонила Наталье утром. Она не ответила. Потом написала короткое сообщение. Ответ пришел через 2 часа. Короткий, сухой, без привычных эмоций. Занята, потом свяжусь. Тон был чужим. Я перечитала сообщение несколько раз, пытаясь понять, что меня настораживает больше. Отсутствие теплоты или отсутствие конкретики. Днем, когда я шла с работы, случайно увидела Наталью на расстоянии нескольких метров. Она разговаривала с Эмилем. Я узнала его сразу. Высокий, в темном пальто, с тем самым холодным выражением лица, которое я запомнила с первого дня. Они стояли у машины, что-то обсуждали. Наталья смеялась, громко, легко, как будто у нее и в мыслях не было ничего тяжелого. Я остановилась. Не хотела подслушивать, но слова вырвались сами собой из пространства между нами. «Все оформлено давно», — сказал Эмиль. «Не переживай». Наталья кивнула, быстро оглянулась и добавила что-то, но ее фразы я уже не услышала. Я отошла в сторону, сделала вид, что ищу ключи в сумке. В груди поднялась тяжесть, похожая на холодную волну. На улице стало темнее, ветер усилился. Я стояла и чувствовала, как внутри застывает понимание. Что-то действительно оформлено, и явно не на меня. Я пошла дальше, но шаги давались тяжело. Холодный воздух будто проникал под кожу, оставляя внутри мокрый след тревоги. В сумке тихо звякнули ключи, и этот звук показался слишком резким на фоне внезапной тишины двора. Я ускорила шаг, стараясь не оборачиваться, хотя понимала, что никто за мной не следит. Просто осознание, что их разговор был не случайным, а, возможно, частью давно и тщательно продуманного процесса, давило сильнее ветра. Я поставила чашку на стол, подождала, пока пар немного рассеется, и только тогда села. Слова Эмиля не выходили из головы. Их не должно было быть. Они выпадали из привычной картины, словно кто-то повернул зеркало под другим углом. Телефон снова вибрировал. Сообщение от Натальи. Одно слово. Созвонимся. Ни точки, ни знака вопроса. Странное, сухое. Я закрыла экран. Созваниваться не хотелось. Не сейчас. Ночь прошла тревожно. Сон приходил и уходил, оставляя после себя ощущение распухшей головы и обломков непонятных мыслей. Под утро я проснулась раньше будильника. Тишина в комнате была плотной, почти осязаемой. За окном по стеклу стекала тонкая линия дождя, будто пытаясь дорисовать день, который еще не начался. На кухне я механически приготовила овсянку, поставила чайник, но еда почти не чувствовалась. Мысли крутились вокруг одного. Я должна понять, что происходит. Уже без мягких самоуспокоений, без попыток списать все на недопонимание, просто понять. Перед выходом я снова посмотрела на папку. Казалось, документы стали тяжелее, как будто в них проявилось что-то новое, хотя я уже знала каждую бумагу наизусть. Я взяла ее с собой. Даже если ничего нового не появится, мне будет спокойнее. На улице стояла влажная, глухая погода. Те самые дни, когда город будто съеживается, и звуки становятся короче. Я дошла до остановки, дождалась автобуса. Внутри пахло мокрыми куртками и резиной. Пассажиры молчали, я тоже. После работы я решила зайти в кофейню. Не для разговора, просто посмотреть, почувствовать место без Натальи. Внутри было почти пусто. За стойкой стоял незнакомый парень, молодой, с усталым взглядом. Он улыбнулся так, будто улыбка ему была положена по инструкции. «Капучино?» — спросил он. «Да, маленький». Я села за стол у стены. Здесь недавно перекрасили поверхность. Цвета стали холоднее, чище. Помещение выглядело аккуратным, выверенным.
Мебель новее, чем в момент открытия. На полке стояла ваза с сухими цветами. В этих деталях чувствовалось ничуть не мое участие. Когда кофе был готов, я подошла к стойке. Парень поставил чашку, но добавил негромко. «Вы знакомая Натальи, да?» «Да. А вы недавно работаете здесь?» Он кивнул. «Она говорила, что вы ей помогали вначале. Сказала, что вы как бы консультировали». Слово «консультировали» прозвучало странно, как будто мое участие было мимолетным, декоративным. Я поблагодарила, расплатилась и вышла. Снаружи ветер набросился резким порывом, будто хотела согнать остатки тепла. Я остановилась напротив окна кофейни. Через стекло было видно, как бариста вытирает стойку. Все выглядело таким обычным, настроенным, отлаженным. Словно моих усилий никогда не было. Дома Антон снова задержался. Я сидела в комнате и пыталась читать, но буквы ускользали. Телефон лежал рядом, батарея почти разряжена. Наталья не перезвонила, не написала, не попыталась объяснить. Тишина с ее стороны казалась уже не совпадением, а выбранной стратегией. Когда Антон пришел, он заглянул в комнату. «Мам, ты ужинала?» «Немного». Он присел рядом, посмотрел внимательно. «Ты опять думаешь о ней?» Я кивнула. Он вздохнул и сел удобнее. «Если тебе нужна помощь, скажи. Я вижу, что тебе тяжело». Я хотела ответить, что все хорошо, но слова не шли. Вместо этого я посмотрела на него, на спокойное лицо, на уверенность в голосе и почувствовала, как внутри чуть отпустила. «Я просто не понимаю», — сказала я тихо. Раньше она так не делала. Антон не стал успокаивать, не стал говорить, что все наладится. Он просто сказал: «Люди меняются, когда к деньгам прикасаются». Его фраза прозвучала буднично, но в ней было больше смысла, чем во всех моих попытках объяснить поведение Натальи. В тот же вечер я открыла папку снова. Внимательно просмотрела каждую бумагу, чеки, выписки, сообщения, даты. И среди них заметила одно — квитанцию за доставку оборудования, оформленную месяц назад. То самое оборудование, о котором Наталья говорила, что оно еще в пути. Дата стояла прежняя, подпись ее. И что-то внутри тихо, но отчетливо щелкнуло. Взгляд еще несколько секунд оставался на этой квитанции, будто простая бумажка держала в себе больше правды, чем все разговоры за последние недели. Подпись Натальи была уверенной, размашистой, такой же, как и всегда. Но теперь, когда я смотрела на нее, она казалась чужой, словно принадлежала человеку, которого я знала только по касательным. Я положила квитанцию поверх остальных бумаг, медленно провела пальцем по дате. Никаких сомнений, это не ошибка. Она давно получила оборудование, давно все установила. Но продолжала говорить о задержках, о поставщиках, о том, что все вот-вот придет. Я попыталась вспомнить, как она произносила эти слова. Улыбалась ли, делала ли тот привычный жест, когда поправляет волосы, или в ее голосе звучало что-то, что я тогда не заметила. В памяти возникли только обрывки. Ее смех, ее торопливый «потом покажу», ее взгляд, который все чаще ускользал в сторону. Я закрыла папку, но в этот раз почувствовала не тревогу, а странное ледяное спокойствие. Будто кусок мозаики встал на место, пусть маленький, но значимый. Поздно вечером я вышла на балкон. Воздух был влажным, немного металлическим. Так пахнет поздняя осень, когда город уже готовится к зиме, но еще не решается сделать шаг. Я укуталась в старый серый шарф и оперлась на перила. Во дворе горел редкий фонарь. Под ним крутились листья, будто не могли выбрать направление.
Несколько машин стояли у подъезда. В одном окне напротив горел тусклый свет телевизора. Обычная жизнь продолжалась, в то время как моя будто сворачивалась до одного вопроса. Почему она так сделала? Телефон снова дрогнул. На экране номер Натальи. Я не сразу ответила. Только после третьего сигнала провела пальцем по экрану. «Марин?» Голос прозвучал натянуто, будто она говорила не первой. «Да». «Сегодня не получилось. Завтра давай поговорим. Утром. Мне нужно кое-что обсудить». «Что именно?» — спросила я спокойно. «Завтра скажу. Не по телефону». Пауза повисла между нами. Тяжелая, вязкая. «Хорошо», — сказала я. Мы попрощались без лишних слов. Я положила телефон на подоконник и еще некоторое время смотрела в темноту. Внутри ничего не дрогнуло. Ни злости, ни надежды. Только ровное ожидание. Завтрашний разговор будет важным. Но я уже знала, он не вернет прежнее. Утром я проснулась раньше обычного. Комната была прохладной, воздух неподвижным. На кухне я заварила крепкий чай, сделала пару глотков, но вкус почти не чувствовался. Сумку собрала механически. Ключи, документы, папка с бумагами. Она будто прибавила в весе. Когда я вышла на улицу, снег уже не падал. Остались только маленькие серые островки на бордюрах. Мы встретились у входа в то самое помещение, которое еще весной Наталья называла нашим будущим делом. Она стояла у двери, опершись на сумку. Выглядела безупречно. Собранные волосы, тонкий шарф, спокойная улыбка. «Привет», — сказала она. «Давай зайдем». Внутри пахло кофе и теплым деревом. Все было красиво, ровно, по дизайнерским каталогам. Наталья прошла вперед, я следом. «Марина», — начала она, — «ты знаешь, я ценю то, что ты сделала, правда. Но сейчас мне тяжело. Слишком много дел, все навалилось». Она говорила мягко, словно заранее репетировала. Потом остановилась, повернулась ко мне и добавила. «Давай без напряжения. Ты же понимаешь, что пока что формально все на мне. Но потом мы все оформим. Просто сейчас не время». Я смотрела на нее и слышала знакомые слова. Но теперь они звучали иначе. Они больше не прикрывали заботу. Они заменяли ее. «Оборудование», — сказала я тихо. «Оно пришло месяц назад. У меня есть квитанция». Лицо Натальи чуть изменилось. На секунду. Едва уловимо, как дрогнувшая тень. «Ну, да», — произнесла она. «Но это ничего не значит. Это просто часть процесса». Я не перебивала. Она продолжила быстрее. «Марин, ну правда, ты же знаешь, я все подключила. Сама занималась ремонтом, сама встречалась с поставщиками. Ты тогда была занята, у тебя были свои дела». Слова лились вязко. Она говорила все громче, будто пытаясь заполнить пространство. «Я не прошу ничего невозможного», — сказала я наконец. «Только документы». И тишина, наступившая после этой фразы, оказалась громче любого крика. Она отвела взгляд первой. Руки ее слегка дрогнули, будто она не ожидала такого прямого напоминания. Несколько секунд мы стояли молча, и только слабый запах молотого кофе тянулся из-под стойки, заполняя паузу между нами. «Марин», — сказала она наконец, — «ты сейчас воспринимаешь все слишком остро. Я не хочу ссориться. Правда. Давай без этого». «Мне нужны документы», — повторила я спокойно. «Хоть что-то, чтобы понимать, куда ушли деньги». Она вздохнула. Слишком резко, почти демонстративно. «Вот опять. Ты все время давишь. Я не могу так работать. Я же тебе доверяла, а теперь ты будто следователь какой-то. Меня это ранит, понимаешь?» Слова были знакомыми,
но звучали иначе, натянуто, как будто она произносила их не для меня, а для самой себя. Я не отвечала. Внутри было ровно. «Марина, ну правда», — продолжила она. «Зачем ты так? Мы же договорились, что я занимаюсь всеми оперативными делами. Ты же сама говорила, что у тебя нет времени. Или ты передумала?» Я смотрела на нее и пыталась вспомнить, когда именно мы договаривались о таком. Не находила. Я не передумывала. Я хочу видеть документы. Это нормально. Она резко повернулась к стойке, будто собиралась что-то взять, но тут же остановилась, сжала пальцы в кулак и снова повернулась ко мне. «Слушай», — сказала она, — «давай так. Ты мне даешь еще пару недель. Я сама все подготовлю, и мы обсудим. Ладно?» Голос стал мягче, но глаза оставались жесткими. Я почувствовала, как в животе поднимается тихая усталость. «Ты обещала показать их месяц назад», — сказала я, — «и 2 недели назад, и вчера». Она моргнула, будто эти слова задели сильнее, чем хотелось бы. Но уже через мгновение ее лицо снова стало спокойным. «Значит, у тебя правда тяжелый период», — произнесла она ровным, почти врачебным тоном. «Ты накручиваешь. Может, тебе стоит немного отдохнуть?» Мягкая обвиняющая интонация. Та самая, которую я впервые услышала от нее несколько недель назад. Я почувствовала, как остываю окончательно. «Я не устала, Наташа. Я вижу факты». Она замолчала. Только где-то позади нас тихо щелкнула кофемашина. В этот момент дверь открылась, и внутрь вошел Эмиль. Он шагнул уверенно, как человек, который знает, что здесь ему рады. В темном пальто, с легким запахом дорогого парфюма, он кивнул Наталье, затем бросил на меня короткий взгляд, спокойный, равнодушный. «Ты ей все объяснила?» — спросил он, словно продолжая разговор, которого я не слышала. «Объясняю», — ответила она чуть торопливо. «Хорошо», — сказал он, не глядя в мою сторону. «Тогда скажи сразу. Договор давно оформлен. Пусть не переживает». Эти слова прозвучали ровно, делово, как констатация факта. Никакого скрытого смысла, никаких оговорок, только спокойная уверенность. Но именно эта уверенность и сделала фразу ледяной. Наталья слегка вздрогнула, будто он сказал лишнее. «Эмиль». «Что?» Он поднял на нее глаза. «Мы же решили. Все оформлено, никаких подвешенных вопросов». Она смотрела на него так, будто просила взглядом смягчить сказанное. Он не смягчил. Я стояла и чувствовала, как внутри разрастается тишина. Не ярость, не обида, а именно тишина, глубокая, полая, от которой становится понятно все сразу. «Значит, оформлено», — сказала я. Голос прозвучал ровно, почти бесцветно. Наталья сделала шаг ко мне. «Марин, подожди, ты неправильно поняла. Он сейчас...» Я все поняла правильно. Эмиль отступил чуть назад, будто не желая участвовать в дальнейшем разговоре. Он достал телефон, что-то набрал, даже не взглянув в мою сторону. Наталья снова попыталась улыбнуться, слабой, вымученной улыбкой. «Давай обсудим потом, не сейчас. Мне нужно... Я пойду», — сказала я тихо. Она не попыталась меня остановить, только руки ее дрогнули, будто она искала опору, но не находила. Я вышла на улицу. Машины проезжали мимо, оставляя за собой мокрые следы на асфальте. Я постояла пару секунд, потом медленно пошла вперед, чувствуя, как каждый шаг становится чуть тяжелее, но одновременно яснее. Внутри не осталось вопросов. Только спокойное понимание. То, что казалось временной неразберихой, давно превратилось в решение, принятое без меня. Уснуть в ту ночь не получилось.
Шорохи в подъезде глухо отзывались батареи. Кто-то хлопал дверью. Лифт скрипел, будто ездил без конца между этажами. На кухонном столе лежал телефон с открытым мессенджером, где серела последняя фраза от Натальи. Короткая «ок», отправленная днем. Еще до той случайно услышанной реплики Эмиля. Экран гас, включался снова, отражая в потускневшем стекле мое лицо. Усталое, расплывчатое в темноте. Вода в чайнике давно остыла. Чашка пахла крепкой заваркой и лимоном, хотя чай так и остался недопитым. На стенках тонкая коричневая кайма. На подоконнике стекло запотело. От батареи шел слабый, нерешительный жар. В кухне было достаточно тепло, чтобы не мерзнуть, но недостаточно, чтобы расслабиться. Фраза крутилась в голове, как заезженная пленка. Оформлено все давно. Не переживай. Интонация Эмиля вспоминалась слишком отчетливо. Ровная, спокойная, без тени сомнения. Как говорят о чем-то уже решенном. Как только в памяти всплывало это спокойствие, в груди становилось тесно. Оно не было направлено на меня. В самой фразе не чувствовалось ни намека на мое участие. Словно речь шла о деле, в котором я никогда не присутствовала. И от этого возникало странное ощущение. Я была рядом физически, участвовала, слушала, переводила деньги, ездила с ними по помещениям, но в этой невидимой схеме меня будто не существовало. На кухне тянуло холодом от окна. Я поднялась, подернула тонкую штору, но это почти ничего не изменило. Хотелось движения, хотя бы небольшого. Я прошла в коридор, зажгла свет, тусклая лампочка мигнула, будто первую секунду думала, стоит ли ей вообще работать. В комнате Антона дверь была прикрыта. Он вернулся поздно, тихо сказал, что поужинал у друга, и ушел спать. Я не хотела его будить, но все равно остановилась рядом, прислушиваясь к ровному дыханию. Это немного успокаивало. Хотя бы здесь еще ничего не изменилось. Я вернулась на кухню и открыла папку с бумагами. Там лежали чеки, распечатки, пара заметок, которые я делала в самом начале, наивные, с маленькими кружочками и стрелочками, как будто мы собирались строить что-то одинаково важное. Переложила несколько листов, проверяя даты. Пальцы задели уголок бумаги, и она шуршала, как сухой лист. В тот момент накатила мысль, от которой стало тяжело стоять. Все, что было сделано на доверии, оказалось оформлено без меня. И я поняла. Нужно перестать надеяться на объяснения, которые никогда не приходят. Телефон на столе коротко вибрировал. Пришло новое уведомление. Экран загорелся, и внутри на секунду мелькнула надежда. Может быть, это Наталья? Может, что-то скажет? Но нет. Рекламная рассылка. Я нажала кнопку блокировки, положила телефон экраном вниз. В квартире стояла тишина, и только старый холодильник иногда издавал тихие щелчки, будто вздыхал. Сидеть без дела было невозможно. Я накинула пальто, шарф, тихо закрыла дверь, чтобы не разбудить Антона, и вышла на лестничную клетку. Там пахло пылью, мокрыми перилами, чьими-то резиновыми сапогами. Воздух был сырой, прохладный. Я постояла пару секунд, привыкая к тишине подъезда. Спустилась на улицу. Небо было мутным, город дышал влажным холодом. Лужи отражали тусклые фонари, ветер трепал ветки сирени под окном. Я шла медленно, чувствуя, как напряжение понемногу ослабевает. Иногда нужно было отвлечься, хотя бы на короткую прогулку. У перекрестка остановилась. Дороги были почти пустые. Редкие машины проезжали, оставляя за собой шлейф света.
Я вспомнила Наталью, ее быстрые жесты, улыбку, которая появлялась легко, как логотип на экране телефона. И теперь эта улыбка казалась чем-то чужим, резким. Возвращаясь домой, я уже точно знала. Завтра нужно идти туда, где можно получить ответы не словами, а фактами. Утром воздух в квартире был неподвижным, будто ночь задержала дыхание и не спешила отпускать. За окном тянулся серый туман. Деревья у подъезда казались размытыми, словно нарисованными мокрой кистью. Я включила свет на кухне, но лампа только подчеркнула эту матовую тишину. Кофе вышел крепче, чем обычно, почти горький. Я пила медленно, стоя у окна, и наблюдала, как редкие прохожие спешат по своим делам. Было странное ощущение отстраненности, как будто все вокруг живут в ровном ритме, а у меня внутри что-то сместилось с привычной оси. Я достала из ящика маленькую записную книжку. Когда-то она лежала в сумке, и я записывала туда мысли о будущем проекте. Что нужно купить, как оформить уголок с тканями, какие варианты мебели смотрели вместе с Натальей. Тогда казалось, если делать все честно и поэтапно, у нас получится. Открыла первую страницу. Аккуратные списки, даты, маленькие стрелки. Сейчас это выглядело как чей-то чужой план. До нотариальной конторы было 20 минут пешком. Я оделась, оставила Антону записку, чтобы не беспокоился, и вышла. На улице пахло влажным асфальтом. Машины шипели по лужам. По дороге я думала о том, что скажу, как спрошу. Хотелось быть спокойной. Не обвинять, не оправдываться, просто получить информацию. Бумаги честнее людей, это я знала по работе, но раньше как-то не применяла к собственной жизни. Владимир Олегович оказался тем же самым человеком, которого я видела пару лет назад, когда помогала коллеге оформить наследство. Спокойный, немного усталый взгляд, аккуратный жест рукой, когда он приглашает присесть. Ничего лишнего. «Чем могу помочь?» — спросил он ровным голосом. Я разложила папку, чтобы не путаться, и пояснила, какие данные хочу уточнить. Он слушал внимательно, без удивления. Видимо, в его практике такие истории встречаются чаще, чем я могла представить. Пока он просматривал документы на экране, я смотрела на его руки. Уверенные, неторопливые. Теплый свет лампы отражался в металлической рамке очков. Звук листающейся бумаги успокаивал. «Да», — сказал он спустя минуту. «Помещение оформлено на Наталью Сергеевну. Все сопутствующие документы тоже. Никаких совместных сведений нет». От этих слов внутри не прорезался крик и не поднялась паника. Было лишь ощущение, будто под ногами исчезают последние слои мягкого ковра, и остается голый бетон. Я кивнула, хотя знала ответ заранее. «Понятно. Спасибо», — сказала я. Он еще что-то уточнял по формальностям, но я слышала только отдельные слова. Регистрация, владелец, отдельное лицо. Все складывалось в одну линию, ровную, почти без изломов. Когда вышла из здания, воздух показался еще холоднее. Солнце не пробивалось через облака. Я остановилась у ступеней, обхватив перила, и несколько секунд просто стояла, пока дыхание выравнивалось. Теперь уже нельзя было делать вид, что все происходит само. Нужны были следующие шаги, четкие, документальные. И я понимала, придется обратиться к юристу. Дина Рубеновна принимала в небольшом кабинете на первом этаже бизнес-центра. Здание было современным, но внутри стояла та же осенняя тишина, что и на улице. Я прошла по коридору, услышала отдаленное жужжание принтера, тихие голоса за закрытыми дверями. У ее кабинета горела матовая табличка с фамилией. Когда я вошла, она подняла глаза от бумаг, кивнула и указала на стул.
Внешность у нее была строгая. Короткая стрижка, очки с тонкой оправой, темный свитер. На столе стопки аккуратно разложены в дел. «Расскажите по порядку», — сказала она. Голос спокойный, устоявшийся. Говорить оказалось легче, чем я думала. Без эмоций, без попыток оправдаться. Просто факты. Сумма перевода, обещания, задержка с документами, поведение Натальи, сегодняшнее посещение нотариуса. Я не смотрела на свои руки, хотя пальцы время от времени сцеплялись слишком трепко. Она слушала внимательно, почти не перебивала. Лишь уточнила даты переводов и спросила, есть ли у меня письменные подтверждения каких-либо договоренностей. «Только переписка», — ответила я. «Переписка — тоже документ», — сказала она. «Не идеальный, но рабочий. Нужны будут скриншоты, все по хронологии. Чеки, выписки, любые упоминания о намерениях вести дело вместе». «И?» — она взглянула на меня поверх очков. «Готовность к тому, что процесс будет долгим». Я кивнула. Долгим — это я уже понимала. «Без гарантии?» — спросила я. Она не стала смягчать. «Да, но шанс есть. Именно поэтому важно собрать все максимально четко и не вести неформальных разговоров, которые потом нельзя подтвердить». Я поблагодарила ее. Она протянула визитку и сказала, что могу писать при любых вопросах. Когда вышла, стало заметно тише, будто кабинет задерживал звуки. На улице шел редкий моросящий дождь. Я подняла воротник пальто, перешла дорогу и остановилась под козырьком магазина. Дождевые капли барабанили ритмично, монотонно. В голове складывался следующий шаг — поговорить с Натальей. Не ругаться, не вымаливать объяснений, просто обозначить, что теперь я знаю. Вернувшись домой, я услышала запах гречки. Антон что-то разогревал. На кухне было тепло. Он стоял у плиты, помешивая в маленькой кастрюле. «Ты давно?» — спросила я, снимая пальто. «Минут 10», — ответил он. «Ты в порядке?» Я поставила сумку на стул, присела рядом. «Пока да. Просто нужно многое собрать». Он кивнул и закрыл кастрюлю. Ничего лишнего, никаких расспросов, только внимание, от которого становилось чуть легче. Вечером я разложила документы на столе, включила настольную лампу. Свет падал мягко, делая бумагу почти теплой. Переписка с Натальей выглядела странно. В первых сообщениях смайлы, вопросы о тканях, о кофемашине, потом сухие ответы, редкие фразы, отговорки. Я делала скриншоты, аккуратно нумеровала файлы, сверяла даты. Работа казалась механической, но она помогала, упорядочивала то, что внутри давно спуталось. Поздно вечером, когда глаза начали уставать, я услышала короткий звук уведомления. Телефон лежал рядом. Сообщение от Натальи. «Ты мне так и не перезвонила. Если что, обсудим завтра». Смайлик в конце. Я долго смотрела на экран. Ответ не приходил сам собой. И впервые не было желания оправдаться или объяснять. Просто поставила телефон на беззвучный режим и закрыла ноутбук. Сегодня никаких разговоров. Завтра — да, но по-другому. Квартира будто не успела прогреться за ночь, и я включила чайник, надеясь хоть немного согреть кухню. Пар поднялся медленно, растворяясь под потолком. Антон собирался в университет. Он проходил по кухне тихо, как будто чувствовал мою внутреннюю натянутость. «Что-то нужно купить?» — спросил он, накидывая рюкзак. «Нет, спасибо, все есть». Он задержался взглядом на пару секунд. Этого хватило, чтобы понять. Он переживает больше, чем показывает. Потом кивнул и вышел. Когда дверь закрылась, я вдохнула глубже.
Сегодня нужно было поставить точку в разговорах, которые тянулись слишком долго. Я вышла из дома ближе к полудню. Дождя не было, но воздух оставался влажным, с запахом мокрого железа. На остановке толпились люди, каждый в своем ритме. Но мне казалось, что все вокруг притихло. Кофейня находилась на углу старого квартала. Узкие окна, светлая вывеска, внутри теплый свет. Я видела Наталью через стекло. Стояла у стойки, что-то объясняла баристе. Жесты быстрые, уверенные. На ней было новое пальто, дорогое, заметное. Я зашла. Дверь тихо звякнула, и она обернулась. В глазах мелькнуло раздражение, которое она тут же спрятала под улыбкой. «Марина, вот это сюрприз!» — сказала она. Я подошла ближе. Сердце билось спокойно, почти равномерно. «Нам нужно поговорить». Она кивнула баристе, тот ушел в подсобку. Наталья оперлась на стойку, скрестив руки. «Только без сцены, ладно? Тут люди». «Мне нужны документы», — сказала я тихо. «Все. Устав, договор аренды, регистрация. И мне нужно, чтобы ты объяснила, почему все оформлено только на тебя». Она закатила глаза. «Марин, ну сколько можно? Мы же уже говорили. Ты вложила, потому что хотела поддержать. Доля? Да какая доля? Мы вообще это вслух не обсуждали». «Обсуждали», — сказала я, — «и не раз». Она пожала плечами. «Ты просто все усложняешь. Сейчас столько всего навалилось. Если честно, мне некогда заниматься твоими переживаниями». Мы стояли почти рядом, но расстояние оказалось большим. Внутри не было злости, только усталость и ясность. «Тогда я буду заниматься этим сама», — сказала я. «Официально». В ее взгляде мелькнуло что-то похожее на страх, но она быстро закрыла это раздражением. «Да ради бога», — ответила она, — «делай, что хочешь». Дверь в подсобку открылась. Появился Эмиль. Он посмотрел на нас спокойно, чуть оценивающе, и медленно подошел. «Что-то случилось?» — спросил он. Наталья вздохнула, будто ей надоело каждое слово. «Марина опять... Ну, ты понял». Он перевел взгляд на меня. Холодный, ровный. «Наверное, стоит все решать спокойно», — сказал он, без эмоций. Я посмотрела на него и ощутила странную легкость от того, что больше не нужно что-то доказывать. «Эмоций нет», — сказала я. «Остались только факты». Повернулась и вышла. Когда дверь закрылась за спиной, почувствовала, что внутри стало чуть свободнее, но впереди был длинный путь, и начинался он сейчас. После разговора в кофейне я шла медленно, почти автоматически, словно тело само выбирало направление. В голове не было ни споров, ни ответных реплик, только ровная пустота. Уже дома, раздеваясь в коридоре, заметила, что пальцы дрожат чуть сильнее обычного. Видимо, напряжение все-таки нашло выход. Я поставила чайник, но не стала ждать кипятка. Прошла в комнату, включила лампу и разложила на столе документы. Нужно было проверить одну вещь, то, о чем упоминал юрист – официальные реестры. Раньше я и представить не могла, что когда-то буду искать информацию о собственности и регистрациях не ради работы, а чтобы понять, насколько далеко меня отодвинули. Открыла сайт, ввела данные. Секунды ожидания тянулись плотным воздухом. Потом появилась таблица. Владелец – Наталья Сергеевна. Второй документ – то же самое. Третий – упоминался Эмиль, но снова без моего участия. Ни моего имени, ни намека на совместную деятельность. Стало тихо, будто звук в квартире выключили. Я откинулась на спинку стула, провела рукой по лицу. Не было ни удивления, ни боли. Все это уже прошло раньше. Сейчас оставалась только ясность, в которой не было ничего приятного. Я аккуратно сделала новые распечатки, положила их в папку, подписала даты.
Бумага была гладкой, почти холодной, как стены нотариальной конторы. Сложила все ровно, чтобы ничего не перемешалось. Позже решила выйти подышать. На улице уже темнело. Фонари отражались в мокром асфальте. Я шла по узкой дорожке вдоль двора, слыша, как из соседнего подъезда кто-то выносит мусор, как хлопает дверь магазина через дорогу. Все это напоминало о том, что жизнь вокруг продолжается, независимо от моих разбирательств. В небольшом кафе неподалеку было тепло. Я заказала чай и села у окна. Людей почти не было. Официант протирал столы. Тихо звенела посуда. Я достала блокнот, сделала пару заметок. Какие документы уже есть, какие нужно запросить, какие скриншоты еще не оформлены. В этот момент дверь приоткрылась, и Наталья вошла, будто случайно. Увидела меня, чуть замедлилась, потом подошла. На лице усталость, смешанная с чем-то непонятным. «Марин, ты как будто специально избегаешь», — сказала она, снимая перчатки. «Мы же могли нормально поговорить». Я закрыла блокнот. «Я пыталась», — тихо ответила. «Но ты все время меняешь тему». Она вздохнула, посмотрела в сторону. «Ты слишком близко все принимаешь к сердцу. Мы же подруги». Слово «подруги» прозвучало так, будто оно уже не принадлежало нам обеим. «Тогда будь честной», — сказала я. «Это ведь несложно». Она улыбнулась как-то криво. «Честность — понятие относительное. У каждого своя». Эта фраза прозвучала настолько спокойно, что от нее стало холоднее, чем на улице. «Наташа», — сказала я, — «документы на тебя. Все оформлено без меня, и ты это знаешь». Она молча поправила сумку. «Договоры, регистрация, сёхикция?» — спросила я. «Ты драматизируешь», — сказала она, отворачиваясь. «Люди так делают. Это просто бизнес». «Тогда так и скажи», — произнесла я, «что это только твой бизнес. И мои деньги тоже». Она не ответила, только сжала губы и ушла, не прощаясь. Дверь мягко закрылась за ее спиной, и кафе снова стало тихим. Я допила чай, хотя вкус уже почти не ощущался. На улице воздух показался резче, чем раньше. Возвращаясь домой, я чувствовала. Сегодня закончилась не беседа, закончилась эпоха. Дома лампа освещала стол мягким светом. Я переложила все документы в новую папку, подписала сверху сегодняшнюю дату. Стало проще дышать. Внутренний узел, который тянулся неделями, начал понемногу ослабевать. Но впереди оставалось главное — собрать все до конца. У Дины Рубеновны в кабинете было слишком жарко для конца осени. От батарей тянуло сухим теплом. Окно было закрыто. Шторы едва подрагивали от сквозняка где-то в коридоре. Я сидела на стуле напротив ее стола, сжимая в руках папку с прозрачной обложкой. Пластик немного прогибался, пальцы вспотели, документы внутри шуршали, когда я пошевелила ими. Она перелистывала бумаги неторопливо, будто у нее впереди весь день, и никакой спешки вовсе нет. Ровное лицо, очки в тонкой оправе, аккуратные движения. Когда она закрыла последнюю страницу и положила ладонь на стопку, я почувствовала, как в груди что-то дрогнуло, словно ожидание само просило закончить его. «Будет непросто», — сказала она тихо, но уверенно. «Но попробуем. Собранные материалы уже дают направление. Вы все сделали правильно, что начали фиксировать детали сразу». Я кивнула. Слова не приносили облегчения, но в них не было ни пустого утешения, ни лишних надежд. Только факт. Он прозвучал ровно, честно. Дина Рубеновна подвинула ко мне лист с предварительным планом. Начнем с официальной претензии. Это первый шаг. На нее они обязаны ответить. Дальше посмотрим. Я провела пальцем по краю листа. Бумага была плотная, холодная. Я почувствовала, как в животе медленно опускается тяжесть. Не страх, а готовность.
Когда я вышла из ее кабинета, в коридоре пахло старым деревом и полиролью. Окошко возле лестницы было приоткрыто, оттуда тянуло свежим воздухом. Я остановилась на секунду, прислонись к стене, и этот холодный поток чуть привел меня в чувство. Я достала лист с текстом претензии и медленно прочитала. Формулировки официальные, четкие, немного резкие. Вот в таком виде мне предстояло отправить Наталье. К вечеру ответ не пришел. Я знала, что рано, но смутное напряжение держало плечи сжатыми. Сообщение пришло утром. Длинный текст, резкий, полный обвинений. Наталья писала о неблагодарности, о том, что все было по доброте, что я не понимаю ее сложного положения. В конце фраза, от которой стало холодно. «Если хочешь войны, давай начнем ее по-настоящему». Я перечитала несколько раз, потом сложила телефон экраном вниз и закрыла глаза. Тишина кухни была слишком громкой. В подъезде вечером пахло чем-то жареным. Галина Петровна стояла возле почтовых ящиков, перебирая письма. «Давно вас не видно вместе», — сказала она осторожно, повернув голову. «Есть дела», — ответила я тихо. «Потом расскажу». Она только кивнула, чуть сжала губы, будто поняла больше, чем я сказала. Следующие дни ушли на сбор дополнительных документов. Я перебирала переписки, старые файлы, фотографии чеков, находила забытые квитанции в ящике стола. Бумаги пахли пылью и временем, и от этого я чувствовала какой-то особый вес происходящего. Однажды вечером, когда я уже собиралась закрыть ноутбук, в дверь позвонили. Звонок был резким, настойчивым. Я подошла и увидела Наталью через глазок. Она стояла, прижав руки к груди, глаза блестели, дыхание неровное. Когда я открыла дверь, она сразу заговорила. «Марина, ну зачем ты это делаешь? Ты что, хочешь разрушить все? Я же всегда была тебе как сестра. Я же...» Голос переходил от плача к раздражению. «Ты веришь чужим людям больше, чем мне. Ты травишь меня этими бумагами. Ты хочешь сделать мне больно». Я слушала молча. Ее эмоции будто менялись на глазах. Слезы, обида, злость, снова слезы. «Просто скажи, что ты хочешь», — прошептала она, делая шаг ближе. «Справедливости», — ответила я спокойно. Она вздрогнула. Секунду стояла неподвижно, потом резко отвернулась. «Ладно, раз так», — бросила она и пошла вниз по лестнице. Каблуки стучали быстро, нервно. Дверь закрылась тихо. Я опустила ладонь на замок и задержалась на секунду. В ту ночь я впервые за долгое время уснула без тяжести в груди. Через неделю Дина Рубеновна написала, что процесс сдвинулся. Ответы Натальи, ее же собственные формулировки, переписки, чеки — все сложилось в узор, который было сложно игнорировать. Теперь путь был прямой, хоть и не близкий. Антон сидел на кухне, когда я принесла новые документы. Он смотрел внимательно, спокойно. «Мам», — сказал он, — «ты все сделала правильно». От этих слов внутри что-то разжалось. Я тихо вздохнула, словно позволила себе впервые за долгое время немного тепла. Позже вечером я вышла пройтись. Листья под ногами шелестели, фонарь у дома давал блеклый круг света. Я шла медленно, чувствуя, как возвращается способность просто дышать. Не радость, нет, а спокойная, усталая ясность. Дорога домой казалась удивительно ровной. На следующий день я проснулась раньше будильника. В комнате было прохладно, окно слегка приоткрыто, и тонкая полоска утреннего света тянулась от подоконника к полу. Я лежала, слушая редкие звуки подъезда. Кто-то прошел по лестнице, хлопнула дверь на нижнем этаже. Где-то вдалеке
зажурчала вода. Эти звуки всегда казались мне частью дома, старого, привычного, немного потрепанного временем. Я встала, накинула свитер и прошла на кухню. Чайник шумел медленно, будто тоже не сразу просыпался. Когда вода закипела, я налила себе чаю и села за стол. Вчерашний пакет с документами лежал рядом, аккуратно закрытый. Я не торопилась открывать его снова. Антон вышел позже, сонный, с взъерошенными волосами. Поздоровался тихо и сел напротив. Мы молчали какое-то время, и это молчание было спокойным. «Ты сегодня к Дине Рубеновне?» — спросил он. «Да, нужно уточнить пару моментов». Он кивнул, потер ладонью лоб. «Если надо, могу вечером заехать за продуктами». «Спасибо. Посмотрим, как получится». Когда я вышла на улицу, воздух оказался свежим, пахнущим мокрым асфальтом. Небо низкое, серое, но без дождя. Я шла к остановке неторопливо, чувствуя, как в плечах сохраняется легкая напряженность. Не страх, скорее рабочая собранность. У юридической консультации было тихо. В коридоре слышались приглушенные голоса, кто-то листал бумаги. Дина Рубеновна приняла меня почти сразу. Она выглядела так же ровно, как всегда. Собранная, внимательная, без лишних эмоций. «Есть один нюанс», — сказала она, когда мы начали разбирать свежие документы. «В их ответе есть фразы, которые могут сыграть в нашу пользу. Они сами признают некоторые факты, пусть и в завуалированной форме». Она показала мне строчку, проведенную желтым маркером. Я прочитала еще раз. Действительно, небольшая, но важная деталь. Похоже, написано на эмоциях, не подумав. «Это хорошо?» — спросила я. «Это полезно», — уточнила она. «Хорошо будет позже». Я кивнула. Ее спокойствие передавалось мне, словно выравнивало внутренний ритм. Когда я вышла на улицу, на ступенях стоял мужчина среднего возраста. Держал в руках телефон и что-то быстро набирал. Его лицо показалось знакомым. Возможно, я видела его у Натальи в кофейне. Он поднял взгляд, задержал его на мне чуть дольше, чем положено, и снова опустил голову. Я прошла мимо, делая вид, что не заметила. По дороге домой ветер усилился. Листья закручивало небольшими кругами у края тротуара. Я остановилась возле магазина, купила хлеб, пару яблок, йогурт. Пакет шуршал в руке, пальцы немного замерзли. В подъезде было полутемно. Лампочка на втором этаже снова мигала. Когда я поднялась на свою площадку, услышала, как хлопнула дверь у соседей. Галина Петровна выглянула, держа в руках веник. «Ой, Марина Львовна, вы уже? Как там дела у вас?» — спросила она негромко. «Потихоньку двигаемся», — ответила я. Она кивнула, взгляд ее стал мягче. «Главное, не переживайте лишнего. Все должно устаканиться». Я поблагодарила ее и прошла к себе. Дома я поставила пакет на стол, открыла окно чуть шире. На стуле возле стола лежал мой старый серый шарф. Я взяла его в руки, провела пальцами по шерсти. Немного колючий, но теплый. Вечер тянулся медленно. Я перебирала бумаги, приклеивала к ним стикеры, подписывала даты. В какой-то момент заметила, что тишина не давит так, как раньше. Просто тишина. Когда стемнело, я подошла к окну. На улице фонари отражались в лужах длинными светлыми полосами. Люди шли быстро, кутаясь в куртки. Все было обычным, и в этом было что-то устойчивое. Я закрыла шторы, выключила свет на кухне и прошла в комнату. День закончился спокойно. Утро началось с редкого для нашего двора звука. Где-то во дворе грузовик сдавал назад, пищал ровно и прерывисто. Я проснулась не сразу. Сначала просто слушала, как по подоконнику тихо постукивает ветка, задетая ветром. Воздух в комнате был прохладный, будто ночь оставила тонкий слой свежести. На кухне я поставила чайник, и пока вода нагревалась, оперлась ладонями о стол.
Лампа бросала на поверхность мягкое пятно света, и все вокруг казалось чуть тише, чем обычно. Я открыла тетрадь, куда в последние дни записывала все, что может пригодиться. Даты переводов, номера чеков, пару коротких фраз, которые слышала от Натальи. В этих записях было что-то упрямое, спокойное, собранное. Телефон коротко вибрировал. Сообщение от неизвестного номера. «Сегодня могу встретиться. Есть информация». Подписи не было. Я минуту просто смотрела на экран. Потом убрала телефон в карман. Отвечать не стала. Номер незнакомый, и время для неожиданных контактов было сейчас неподходящее. Листья слипались под ногами. Тротуар блестел в узких полосах света от фонарей. Я остановилась на светофоре, поправила шарф. Машины проезжали медленно. На перекрестке кто-то ругался тихим голосом, словно не желая тревожить утро. В офисе пахло кофе и бумагой. Коллеги ходили по коридору, переговаривались вполголоса. Я открыла компьютер, проверила отчеты, попыталась сосредоточиться. Но мысль о том сообщении все равно вернулась. К обеду пришло еще одно, короткое. Если не сегодня, потом будет поздно. Я глубоко выдохнула. Стиль письма был странным, будто писал человек, который хочет казаться уверенным, но спешит слишком сильно. Я вышла на улицу, чтобы пройтись вокруг квартала. Пока я шла, вспоминалось лицо того мужчины у юридической консультации. Взгляд, задержавшийся на мне чуть дольше нужного. Возможно, это совпадение. Возможно, нет. Когда вернулась в офис, решила записать номер в тетрадь, но не перезванивать. Все, что важно, должно идти через официальные каналы. Это казалось единственно правильным способом двигаться дальше. После работы я вышла на остановке раньше, чтобы пройтись пешком. Дома хотелось оказаться чуть позже, дать мыслям рассеяться. Сумерки опускались на улице мягко, фонари уже горели, окна домов светились разными оттенками желтого. У подъезда я заметила знакомую фигуру, тот самый мужчина. Он стоял, прислонившись к перилам, руки в карманах, взгляд опущен. Когда я подошла ближе, он поднял голову. На секунду наши взгляды пересеклись. Он будто хотел что-то сказать, но передумал, отвернулся и медленно пошел к выходу из двора. Я смотрела ему вслед до тех пор, пока он не исчез за углом. Внутри поднялось легкое, еле ощутимое напряжение. Не страх, скорее осторожность. Дома я закрыла дверь на оба замка, поставила чайник и присела к окну. С улицы доносился глухой гул машин. Кто-то громко говорил по телефону возле подъезда, потом шаги постепенно удалились. Я вынула тетрадь, сделала новую запись. Неизвестный номер, 2 сообщения. Мужчина у дома. Запись получилась ровной, аккуратной. Когда я убрала тетрадь, заметила, что плечи перестали быть такими напряженными. Было чувство, что день завершился без резких движений, просто очередной шаг, который надо было сделать. Ночь пришла медленно, я закрыла шторы, выключила свет и легла, прислушиваясь к ровному шуму ветра за окном. День оказался длинным, но в конце удивительно спокойным. Утром двор выглядел так, словно ночь прошла беспокойно. Лужи на асфальте стали матовыми от тонкой пленки пыли. Листья слежались в плотные темные кучи, и даже воздух казался чуть тяжелее. Я вышла рано, раньше обычного. Хотелось пройтись перед встречей у Дины Рубеновны, собрать мысли, не торопясь входить в день. Возле мусорных контейнеров стоял мужчина с соседнего подъезда, курил, глядя в землю. Он кивнул мне, и я ответила тем же. Все привычно. Никаких новых взглядов, никаких знаков. Это почему-то успокаивало сильнее, чем горячий чай по утрам. Когда я поднялась по ступеням к юридической консультации, дождь начал моросить. Капли были редкими, но холодными. Сразу впитывались в пальто,
и запах мокрого асфальта стал плотнее, насыщеннее. Внутри здания было тепло, пахло бумагой и чем-то слегка пряным, возможно, чьим-то термосом с чаем. Дина Рубеновна встретила меня едва заметным кивком. Она поставила на стол новую папку, толще предыдущей. «Нашелся один документ», — сказала она. «Его прислали поздно вечером. Вы должны его посмотреть». Я села напротив и развернула папку. Внутри лежал договор аренды помещения, оформленный несколько месяцев назад. Фамилии были только две – Натальи и Эмиля. В графе о финансировании стояли суммы, которые должны были быть моими, но мое имя отсутствовало. «Они не могли не учитывать ваши вложения», — сказала Дина Рубеновна спокойно. «Здесь видно распределение платежей. Они не совпадают с тем, что указано в банковских выписках. Это расхождение важно». Я провела пальцем по строкам. Цифры были ровными, четкими, но от этого они казались еще холоднее. Я вспомнила тот момент, когда переводила деньги, как стояла возле банка, как в пальцах ощущалась прохлада телефона. Тогда все казалось шагом в сторону чего-то нового, доброго. Она продолжила. «Вам следует быть готовой к тому, что они будут давить. В ответах, скорее всего, появятся резкие формулировки, но вы держитесь в рамках официального». Я кивнула. Ее спокойствие помогало удерживать собственное. По дороге домой дождь усилился. Капли барабанили по зонту ровно, сдержанно. На перекрестке стояла женщина с корзинкой. Внутри виднелись хлеб и яблоки. Она поправила платок на голове, слегка улыбнулась в ответ на мой взгляд. Ее спокойствие напомнило мне, что обычная жизнь продолжает идти в своем ритме, независимо от того, что происходит между документами и переписками. Когда я вошла в подъезд, услышала приглушенный разговор этажом выше. Слова разобрать было невозможно, только интонации. Нервные, обрывистые. Я поднялась на свой этаж, и разговор затих. Никто не вышел. Дома я сняла пальто, повесила его на стул, прошла на кухню. Лампа, как всегда, дала желтый круг света, в котором вещи выглядели спокойнее. Я разложила документы по столу, сделала несколько пометок. Даты, расхождения, суммы. В какой-то момент заметила, что совсем не чувствую прежней растерянности. Усталость, да, но без той внутренней дрожи, что была в начале. Возможно, дело было просто в том, что путь стал понятнее. Ближе к вечеру пришло сообщение, короткое, от Натальи. «Давай поговорим, сегодня, без этих твоих людей». Я некоторое время смотрела на экран. Слова были знакомыми, почти привычными, но в них чувствовался тон, который я знала слишком хорошо. Попытка перетянуть все обратно в тень, где нет дат, сумм и документов. Я положила телефон на стол экраном вниз. Тишина стала плотнее, но не давящей, скорее необходимой. Вечером я сварила суп, поставила на стол хлеб, села и медленно поела. Вкус был обычным, теплым. Окно чуть стучало от ветра, за стеклом редкие прохожие спешили, поднимая воротники. День приближался к концу. Перед сном я открыла тетрадь и записала всего 3 слова. «Она хочет встречи». Этого было достаточно, чтобы помнить. Я закрыла тетрадь, выключила свет и легла. В комнате стало темно и спокойно. День закончился ровно. На следующее утро я проснулась от мягкого, но настойчивого стука дождя по подоконнику. Казалось, что ночь не закончилась до конца, только стало чуть светлее. Комната была сумрачной, воздух прохладным. Я потянулась, задержалась на мгновение, потом все-таки поднялась. Чай на кухне получился крепче, чем обычно. Я сделала глоток и почувствовала, как тепло медленно проходит внутрь. Телефон лежал рядом на столе, экран темный.
Я не торопилась его включать. Не хотела начинать день с резких слов или новых попыток давления. Когда все же разблокировала экран, там не было ничего нового. Ни от Натальи, ни от кого-то еще. Это принесло странное ощущение. Не облегчение, а паузу, как будто воздух задержал дыхание. На улицу я вышла уже в пальто и шарфе. Дождь стал слабее, но мелкие капли все равно ложились на лицо. Двор выглядел вымытым, но при этом усталым. Асфальт темный, лужи глубокие, деревья чуть согнуты от ветра. У магазина я увидела знакомый силуэт. Мужчину, который накануне стоял у подъезда. Он стоял под козырьком, держал в руках кофе из бумажного стакана, смотрел куда-то в сторону дороги. Его взгляд скользнул по мне, но ни слова, ни жеста не последовало. Я прошла мимо, чувствуя только легкое напряжение между лопаток. В юридической консультации было тепло. В коридоре кто-то тихо разговаривал по телефону. Дверцы шкафа едва слышно щелкали, когда их открывали и закрывали. Дина Рубеновна приняла меня без лишних слов. Она передвинула ко мне лист бумаги. «Ответная реакция будет в ближайшие дни», — сказала она. «Я рекомендую сохранять дистанцию. Любые неформальные разговоры могут сыграть против вас». Я кивнула. В ее голосе была та твердая спокойность, которую я уже научилась воспринимать как опору. После встречи я не сразу пошла домой. Обошла несколько кварталов, заходя в небольшие дворы, наблюдая за промокшими лавочками, закрытыми окнами, редкими прохожими. Этот обычный городской шум успокаивал, будто возвращал к простым вещам, не связанным с документами или переписками. Когда вернулась к дому, в подъезде пахло влажным бетоном и чем-то слегка металлическим. Лампочка на втором этаже продолжала мигать, ее свет дрожал на стенах. Дома я разложила на столе документы, но руки никак не могли приступить к работе. Внутри была тихая тревога. Не из-за самой ситуации, а из-за ожидания. Неизвестность на этот раз ощущалась плотнее. Ближе к вечеру телефон завибрировал. Сообщение от Натальи. «Ты меня избегаешь?» Это смешно. Ее слова были короткими, колючими. Я не ответила. Просто выключила звук и убрала телефон в ящик стола. Позже я вышла на лестничную площадку выбросить мусор. Коридор был пуст, только шум дождя долетал через тонкое окно на лестничной клетке. Когда я поднялась обратно, услышала шаги этажом выше. Медленные, тяжелые. Я остановилась, прислушалась. Шаги продолжались несколько секунд, потом стихли. Дома на кухне я включила чайник, поставила кружку и смотрела, как поднимается пар. Стук капель по стеклу стал тише. В этот момент пришло чувство, будто день сам постепенно закрывается. Я села за стол, открыла тетрадь и аккуратно записала. Не отвечать. Дистанция. Этого было достаточно. Перед сном я еще долго слушала дождь. Он заполнял пространство ровным шумом, создавая ощущение, что все вокруг движется в одном темпе. Медленно, спокойно. И в этом был свой смысл. С утра было тихо. Настолько, что я услышала, как в соседней квартире кто-то передвигал стул. Свет в комнате был мягким, рассеянным. Я встала без спешки, сделала чай, открыла окно. С улицы тянуло холодом, но этот холод был бодрым, чистым. Первым делом я проверила почту. Среди обычных писем одно официальное уведомление. Я открыла его, задержав дыхание. Ответ пришел от представителя Натальи и Эмиля. Формулировки были сухими, ровными, будто собранными из стандартных блоков. Они не признают обязательств, не видят оснований, готовы обсуждать возможность урегулирования в ограниченном объеме. Но в одном пункте была важная фраза, прямое упоминание суммы, которую они фактически указывали в документах.
Это подтверждало расхождения, о которых говорила Дина Рубеновна. Я сделала копию письма, распечатала его, положила в отдельную папку. Бумага была теплой после принтера, немного выгибалась, и от этого вдруг стало ясно. Вот оно, движение вперед, маленькое, но четкое. По дороге к юридической консультации я шла медленно, смотрела на дома. На лавочке возле остановки сидела пожилая женщина. Поправляла платок, рядом с ней стоял пакет с картошкой. Она подняла голову, посмотрела на меня коротко и снова опустила взгляд. Такие мелкие сцены в последнее время казались особенно важными. Обычность, которой не хватает, когда вокруг слишком много напряжения. Дина Рубеновна прочитала уведомление внимательно, не торопясь. В ее лице не было удивления, лишь небольшой наклон головы, когда она заметила нужную строчку. «Это то, что нам нужно», — сказала она. «Они подтверждают участие в финансовой части, пусть и косвенно. Отрицать дальше будет сложнее». Она перевернула лист, сделала несколько пометок на черновике. «Мы подготовим ответ. Без резкости, только по существу. Я думаю, это приведет к досудебному соглашению. Они не захотят, чтобы дело переходило в открытую плоскость». Слово «соглашение» прозвучало странно спокойно. Я понимала, что речь не о дружбе и не о примирении, только о цифрах, фактах, подписи. Когда я вышла из консультации, ветер усилился. Дома я немного прибралась, разложила бумаги в правильном порядке, переставила книги на полке, протерла подоконник. Казалось, что комната дышит легче, чем раньше. Внутри тоже становилось просторнее. Антон пришел вечером, снял куртку, сел на кухне, разогрел себе ужин. Мы говорили о мелочах, о работе, о метро, о смене маршрутов. Он слушал меня внимательно, но без напряжения, как будто знал, что с основным я справлюсь сама. «Решение будет?» — спросил он спокойно. «Да, похоже, скоро». Он кивнул, сделал глоток чая. «Знаешь, то, что ты сейчас делаешь, это правильно. Ты не отступаешь и не даешь себя обмануть». Его слова прозвучали ровно, без попытки утешить. Я почувствовала, как внутри что-то смягчается. Может быть, потому что в последние дни я меньше сомневалась. Или просто потому, что он сказал это простым тоном, который не требовал от меня ничего лишнего. Поздним вечером я вышла на балкон. Луна скрывалась за облаками. Ветер шумел в цифре антенн на крыше соседнего дома. Внизу редкие прохожие шли быстрым шагом. Жизнь вокруг продолжалась, не подстраиваясь под чьи-то конфликты. Я постояла еще минуту, вдыхая холод, потом вернулась в комнату, закрыла балконную дверь. День завершался на ровной ноте, без резких слов, без тревожных сигналов. Я легла, укрылась одеялом и слушала, как дом живет своей ночной жизнью. Кто-то проходил по лестнице, где-то ударилась створка почтового ящика, старые трубы тихо потрескивали. Этот звук был знакомым и домашним. И перед тем, как уснуть, я подумала, что завтра будет еще один шаг, не тяжелый, но нужный. А дальше как пойдет. Утро выдалось неожиданно ясным. Небо было бледно-голубым, влажные крыши домов блестели, будто их протерли мягкой тряпкой. Я долго не спешила вставать. Потом все же поднялась, включила чайник, подержала ладони над теплым паром. День предстоял спокойный, но важный. Дина Рубеновна обещала прислать проект окончательного ответа Наталье и Эмилю. Когда письмо пришло, я сначала просто посмотрела на уведомление на экране. Потом открыла. Формулировки были предельно собранными. Перечислены даты переводов, указано расхождение в документах, четко обозначено мое участие в финансировании. В тексте не было ни одной лишней эмоции, только факты, аккуратно выстроенные в линию, от которой сложно отступить.
Я перечитала письмо дважды, затем еще раз. Внутри появилось странное ощущение. Не радость и не победа, а спокойная уверенность, будто шаг наконец поставлен на твердую поверхность. По дороге на работу я шла медленно. Легкий ветер тянулся по улице, трогал ветки деревьев, заставлял их едва заметно качаться. Люди вокруг выглядели погруженными в свои дела, и это обычное движение города делало все происходящее менее тяжелым. В обед я вышла пройтись вокруг квартала. На лавочке у школы сидели двое подростков, что-то тихо обсуждали. Один держал в руках горячий пирожок. Их голоса были беззаботными, мягкими, настолько не связанными с моими заботами, что я на секунду задержалась, слушая это чужое, но приятное спокойствие. К вечеру пришло новое письмо, короткое, с официального адреса представителя Натальи. Там было всего несколько строк. Они сообщали, что согласны рассмотреть возможность досудебного соглашения на условиях, учитывающих вклад сторон. Это была формулировка, которую обычно пишут, когда не хотят идти дальше, но и признать все сразу тоже не готовы. Я отправила письмо Дине Рубеновне. Ответ пришел почти сразу. Это ожидаемо. Завтра обсудим детали. Я закрыла ноутбук, прошла на кухню. Когда я села ужинать, заметила, что давно не испытывала того прежнего сжатия в груди. День был насыщенным, но в нем не было боли, только движение вперед. Позже Антон заглянул в комнату. Он сел на край стула, подвинул кружку ближе к себе. «Что там?» — спросил он. «Предлагают соглашение». Он кивнул, задумчиво посмотрел на стол. «Похоже, они понимают, что дальше будет сложнее». «Возможно». Он посидел молча, потом сказал: «Я горжусь тобой». Я опустила взгляд. Эти слова прозвучали так тихо, что будто растворились в воздухе, но одновременно и настолько точно, что отозвались глубоко. Вечером я включила настольную лампу, открыла тетрадь и аккуратно записала: готовность к соглашению. Завтра детали. Страница получилась почти полностью заполненной, и я перевернула на следующую. Сквозь окно тянулся холодный ветер, тронул шторы. Я остановилась у подоконника, прислушалась. На улице было тихо, только редкие шаги и далекий шум машины. Я закрыла окно, выключила свет и легла спать. Ночь была ровной, без тревоги. Казалось, что все медленно, но уверенно идет к своему завершению. Утро началось телефонным звонком. Я еще не успела заварить чай, когда экран осветился именем Дины Рубеновны. Звонки от нее редко бывали в такое время, поэтому я ответила сразу. «Можем встретиться в первой половине дня?» — спросила она. Голос был ровным, но чуть более собранным, чем обычно. «Конечно, я подойду». Я оделась быстрее, чем обычно, накинула пальто, взяла папку с документами, которую с вечера оставила на столе. На улице пахло сыростью, но дождя не было. Только редкие капли падали с крыш, когда ветер пробегал по двору. В консультации было тихо. Коридор пуст, двери закрыты, звук моих шагов отдавался глухо. Дина Рубеновна встретила меня у своего кабинета, пригласила внутрь. Она положила на стол новый документ, короткий проект соглашения. Всего несколько страниц. «Они предлагают вернуть часть средств», — сказала она спокойно. «Сумма меньше, чем ваш изначальный вклад, но формулировки составлены так, что признают вашу финансовую роль. В дальнейшую конфронтацию им сейчас идти невыгодно». Я листала документ медленно, пальцем проводила по строкам. Почерк юристов был узнаваемо ровным, каждый пункт аккуратен. На одном из разворотов я задержалась дольше. Там было зафиксировано обязательство сторон урегулировать вопрос без претензий в будущем. «Это финальный шаг?» — спросила я. «Практически». После подписания
можно закрывать дело, если вы согласны. Согласие давалось не мгновенно, не потому, что хотелось большего, а потому, что сам факт происходящего все еще не укладывался в прежний образ дружбы, которой я когда-то доверяла. Мы говорили о деталях еще минут 20. Когда вышла из кабинета, в коридоре уже появились люди. Кто-то обсуждал что-то вполголоса, кто-то листал документы. Шум был легкий, но живой. На улице стало светлее. Тучи расходились, оставляя над городом ровное серое небо. Я шла медленно, чувствуя, как внутри появляется то спокойное ощущение, которое приходит только после долгого, выдержанного решения. Дома я сняла пальто, повесила его сушиться, поставила чайник. Пока вода нагревалась, я открыла тетрадь и записала основные пункты. Страница заполнилась аккуратным почерком, без дрожи, без пауз. Ближе к вечеру пришел Антон, поставил пакет с едой на стол и только потом спросил: «Как прошло?» Я рассказала все. Он слушал внимательно, не перебивая. Когда я закончила, он мягко накрыл моей рукой свою. «Главное, что ты дошла до конца. Это важно». Мы ужинали спокойно. За окном темнело, улица постепенно погружалась в холодный ноябрьский вечер. Свет фонарей отражался в мокром асфальте, редкие машины шли медленно с приглушенным шумом. Позже, уже в тишине, я поставила чашку в раковину и подошла к окну. В комнате было тепло, а за стеклом почти зимняя прохлада. Я смотрела на двор и думала о том, как долго тянулся этот путь, и как незаметно он подошел к своей тихой ровной точке. Никакой эйфории, только спокойное облегчение, такое, которое не требует больших слов. И когда я закрыла шторы и направилась в комнату, чувствовала, впереди останется только обычная жизнь, без тяжелых разговоров, без ожидания ответов, без неясных угроз. Просто жизнь, которую можно выстроить заново, шаг за шагом. На следующий день город будто стал тише. Никакого дождя, только серое ровное небо и прохлада, от которой пальцы слегка немели, когда я выходила на улицу без перчаток. Утро было спокойным. Чай, короткая прогулка до магазина, обычные голоса во дворе. Все словно намекало на то, что большая часть пути уже позади. К середине дня пришел окончательный вариант соглашения. Подписи сторон, печати, ровные строки. Все выглядело четко и без лишних слов. Я внимательно перечитала документ. Проверила даты, суммы, формулировки. Ничего лишнего, никаких скрытых фраз. Просто закрытие истории, которая тянулась слишком долго. Когда я положила листы обратно в папку, в комнате стало удивительно тихо. Не гнетущей тишиной, а той, в которой можно дышать свободно. Антон вернулся вечером. Снял куртку, сел на кухне, грея руки о кружку чая. «Подписала?» — спросил он. «Да, все закончено». Он кивнул, и в его лице появилось что-то мягкое, почти облегченное. Мы сидели какое-то время молча, слушая, как часы на стене отстукивают секунды. Мне не нужно было ничего объяснять, он и так понимал, насколько долгим был этот путь. Позже, когда он ушел в свою комнату, я надела пальто и вышла на улицу. Хотелось пройтись, почувствовать холодный воздух на коже, просто посмотреть на город без тяжести внутри. Осень приближалась к своему концу. Листья почти исчезли, асфальт был темным, влажным. Фонари давали мягкий свет, от которого тени ложились длинными полосами. Люди шли мимо. Кто-то с покупками, кто-то быстрым шагом домой, кто-то медленно, как я. Я дошла до перекрестка, остановилась. Машины проезжали редко. Ветер донес запах дыма из ближайшего двора. Тонкий,
знакомый. На секунду я прикрыла глаза. Не от усталости, а чтобы просто почувствовать, как ровно звучит мир вокруг. Когда я повернула обратно, шаг стал легче. Дом встречал теплым светом на лестничной клетке, тихими звуками знакомых квартир. Я поднялась на свой этаж, остановилась у двери, вдохнула и вошла. Внутри пахло теплым воздухом и чем-то домашним, простым, спокойным. Я сняла пальто, выключила свет в прихожей и прошла в комнату. Я села на край кровати, посмотрела на папку с документами, лежащую на столе. Она уже не казалась тяжелой. Просто часть прошлого, которая осталась на своем месте. Вечер медленно перетекал в ночь. За окном редкий шорох ветра трогал ветки деревьев. Дом дышал ровно, спокойно. И я почувствовала, что внутри тоже стало тихо. Так, как бывает только тогда, когда история действительно завершена.